Ну, поехали, как говорится. Первый ролик, общее представление о политическом строе в Канаде и в чем, в принципе, начинается проблема. Опять же, напомню, это не научный какой-то документальный ролик, это мое мнение, это то, как простой рядовой человек видит систему и видит состояние системы. Значит, в Канаде есть провинции, есть отдельные территории, у каждой провинции есть свой кабинет министров, свой премьер-министр, свои выборы, которые не всегда соответствуют с выборами федеральными, как бы они могут быть в разное время и абсолютно разный исход. Например, провинция может проголосовать за консервативную партию внутри на провинциальных выборах, но поддержать либерального кандидата на федеральных выборах. Причем это случается довольно часто, по разным причинам. Опять же, сейчас объясню немножко о том, как происходит голосование, и будет более понятно. Значит, вся Канада делится, и в чем, опять же, хочу отметить, что демократия, как мы понимаем демократию, что вот большинство проголосовало за того или иного кандидата, он пытается собрать коалицию, если у него есть большинство голосов, то ему, может быть, иногда и не нужна коалиция, но если не хватает в плане количества депутатов, чтобы иметь большинство в парламенте, нужна коалиция, он пытается договориться с другими партиями, обычно покупает их просто обещаниями и так далее. Вот, ну, продолжим. Значит, в чем самая большая проблема, когда мы говорим о демократии и о выборах на Западе? Причем, что в Америке, что в Канаде, абсолютно одинаковая система. И в этом и суть, что тут не совсем демократическое понятие. Как бы, если демократия говорит, что большинство голосов, то в Канаде, в Америке это не большинство голосов, а большинство депутатов. Теперь, как происходит в плане депутатов? Вся Канада делится на округи, причем обычно это географическое деление и не совсем представляет количество населения. Например, округ может быть место, в котором живет 300 человек, и такой же округ, в принципе, может быть место, где живет 1000 человек. Причем они, оба депутата, будут иметь абсолютно одинаковую силу, абсолютно одинаковый вес и так далее. Так вот, начнем, например, округ, в котором живет 300 человек. Значит, скажем так, что, ну, для сравнения, для примера, мы, скажем, будем говорить про две партии, хотя тут больше партий. Значит, есть либералы-консервативы, самые большие партии в Канаде на данный день. И вот, скажем, в округе из 300 человек 152 человека проголосовало за либералов и 148 человек проголосовало за консервативных. Либеральный депутат выиграл, он представляет свой округ в парламенте и решает судьбу, в принципе, помогает решать судьбу Канады. Теперь округ, в котором 1000 человек. Скажем, в округе 1000 человек проголосовало 400 за либералов и 600 за консервативную партию. Теперь получается, что консервативная партия выиграла, она посылает своего депутата от этого округа, и опять же, как мы и сказали, тот же самый вес, то же самое. Теперь, в чем заключаются проблемы, когда много округов, у вас получается не совсем понятие с количеством индивидуальных голосов. Например, если мы посчитаем в общем, значит, из этих двух округов за либералов проголосовало 552 человека, а за консервативных проголосовало 748 человек. Получается, как бы, если взять эти округи вместе, большинство людей хотят консервативную партию. Но по тому, как тут идет эта работа с демократией, получается, что деление идет поровну. Один либеральный и один консервативный. Теперь, когда мы говорим про два округа, это еще как бы такая дележка, что типа или ничья, или кто-то выиграл. А вот когда у нас много округов, там 300 округов и так далее, 360, по-моему, я не помню уже точно сколько, но дело в том, что там получается, что количество голосов, набранное консервативными, может быть больше на душу населения, как бы на население, а либералов меньше, но либералы будут иметь больше округов. Что, в принципе, произошло и в Америке с Трампом, что за Байдена проголосовало больше округов, а за Трампа проголосовало больше индивидуумов.
например, индивидуальных голосов. Также в Канаде, например, последние 2 выбора за консервативную партию проголосовало, например, 33 с чем-то процентов, а за либеральную партию проголосовало 32 с чем-то процентов. Но несмотря на это, на последних выборах либералы взяли 160-170 депутатов, а консервативная партия 119 или что такое. Короче, вы понимаете связь, что больше людей демократично хотят видеть консервативную партию лидерами, но из-за того, что тут такая дележка идет с округами, получается, что как бы, ну, не демократия. Как бы иногда совпадает, конечно, но иногда не совпадает. Последние два раза, что были выборы в Канаде, это не совпало. И в Америке это не совсем совпало. И получается, что партия, которая в принципе в правительстве, не представляет иногда большинство людей, а представляет просто большинство, имеет просто большинство депутатов, которых избрали. Абсолютно тупая система, извиняюсь, конечно, просто абсолютно тупая система, потому что это в принципе и подрывает демократию как таковую, которая изначально, фундаментально говорит, что большинство людей решают. А тут получается, что иногда меньшинство людей решают. Вот. Но дело не в этом. Поехали дальше. В общем, в этом проблема демократии, как бы. Поэтому я считаю, что в Канаде как таковая демократия не совсем работает. Да, строй демократический, есть парламент, есть депутаты, говорят всякую ерунду там туда-сюда, как мы все понимаем. Обычно серьезные вещи там мало кто говорит. И голосуют. В принципе, голосование тоже как бы непонятно что и как, и так далее. Теперь это то, что происходит сейчас. И в принципе, скажем так, что знаете, когда 33% и 32% это оба правительства, в принципе, как бы, ну, не, оба правительства, в принципе, в меньшинстве, поэтому им надо делать коалицию. Но получается такой маленький нюанс, опять же, что может быть такое, что правительство сделает коалицию, и у него будет 51% от всех депутатов будет за это правительство. Это не означает, что 51% от населения Канады действительно за это правительство. Вы понимаете, это как бы, опять же, с тем, что я вам рассказал, это вот так вот получается. Так что демократия как таковая тут не совсем работает. Вторая проблема в плане правительства, и она даже немножко еще хуже. Если партия набирает большинство депутатов, 51% от всех депутатов принадлежит одной партии, это называется правительство в большинстве, majority government, и тут начинается проблема в плане демократии, потому что по большому счету, так как построена эта демократия, это правительство, которое имеет изначально 51% от кандидатов, решает все. Типа то, что хотят 49% от населения Канады, это абсолютно не важно. Потому что самое главное это 51%, который поставил правительство в большинстве. И тут уже совсем получается проблема с демократией. Потому что как бы, да, большинство решает, но так как работает тут система, то, что у партии 51% от кандидатов, не обязательно означает, что это именно большинство канадцев. Это очень часто может означать, что канадцев как раз не большинство, но депутатов большинство. В этом самая большая проблема, на мой взгляд, демократической системы Канады и Америки, потому что, с одной стороны, как бы все работает по выборам и так далее, но с другой стороны, не всегда большинство решает, что будет в политической жизни Канады и как Канада будет себя вести. Вот это самая большая проблема. Я продолжу дальше немножко про партии Канады в следующих роликах, какие есть, про что они говорят, что им важно и так далее. Спасибо, пока.